Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. Как выполнить укрепление на короткие ногти, чтобы это выглядело эстетично, без наращивания ногтей. В этом видео. Поехали! Вот такие ноготочки сегодня ко мне пришли на преображение. Давно не было короткой обгрызенной ногтевой пластины. Я знаю, что часто приходят клиенты именно с такими ручками и требуется тотальное преображение. Конечно, тут есть ряд сложностей. И в первую очередь это кутикула. Тут она не столько большая, сколько вся растресканная. Кожа идет вверх, много заусенцев. Модель сама себе ковыряет, отрывает, надрывает. Получаются ранки и такие вот неприятности. Поэтому придется сегодня изрядно поработать для того, чтобы все это убрать. И вот вы часто говорите, что Марина показывает маникюр только на идеальных руках. Но нет, если посмотреть на моем канале, у меня полно роликов с непростыми случаями, с тяжелыми руками, где требуется побольше работы. И сегодня будем говорить об особенностях работы с такой короткой ногтевой пластиной. Конечно, вау-результат был бы, если бы мы выполнили наращивание, выполнили преображение тотальное этих ногтей. Но такие ролики уже есть у меня на канале. И мне сегодня хочется показать, а как же сделать преображение, чтобы эти ногти были коротенькими и при этом красивыми, то есть ухоженными, чтобы они смотрелись прямо эстетично красиво. Поэтому мы сначала выполняем маникюр, поскольку кутикула, да и вообще кожа в целом у модели влажная, использую дегидратирующую присыпку для того, чтобы подсушить кожу и уже эффективно выполнять обработку. Именно по причине того, что кожа влажная, при отрывании заусенцев они ползут вот так вот вверх. И некоторые заусенцы иногда проще срезать, нежели чем шлифовывать насадкой. Поэтому что-то подрезала и теперь приступаем к раскрытию подкутикульного кармана. Тут модель уже сама себе сделала маникюр до маникюра. Знаете, такое часто бывает. То есть клиент пришел подготовленный. Видите, где-то есть ранки, и на самом деле работа с этой моделью напоминала мне работу на минном поле. Нужно было действовать настолько осторожно, чтобы нигде вот эти поврежденные участки, которые уже зажили, не повредить. Поэтому прорабатываем хорошенько сухую кожу и особое внимание уделяю переднему валику. Вот видите, он как бы находит на ногтевую пластину, поэтому я прохожусь насадкой в том числе по нему и шлифую кожу. Ну а в тех местах, где есть трещины, где они были, работаю максимально аккуратно. Специально взяла красный абразив фрезы, чтобы не перетирать и не делать больно, и работаю в контакте со своей моделью, чтобы не было неприятных ощущений. Аккуратно выполняю срез. Иду просто вот на ощупь, параллельно спрашиваю у клиента, интересуюсь, все ли в порядке, не больно ли, и убираю большие заусенцы. Да, это еще не идеальный результат. Нам придется с вами и пошлифовать их, и заполировать в конце. В общем-то, работы немало, когда приходят такие ручки. Но сразу скажу, когда клиент с такой кутикулой ходит регулярно к вам на процедуру, то с каждым разом эффект от маникюра становится лучше, красивее, более пролонгированный результат, и уже заусенцы не появляются вновь. Поэтому аккуратно, осторожно убираем сухую часть без излишней травматизации. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании. И, конечно, подписывайся на канал. И теперь хочу показать два способа шлифовки заусенцев. И первый – это при помощи бафа с мягким абразивом для пилочного маникюра. Смотрите, в чем преимущество. Поверхность бафа очень большая, и она с легкостью шлифует эти заусенцы. Вот правда. Работать было одно удовольствие. Прямо по переднему валику проходимся, по валику кутикулы, по боковым пазухам. И такой гладенький уже результат. Прямо даже нигде ничего не топорщится, не цепляется. Это здорово. Либо мы можем шлифовать при помощи фрезы, но я сравнила, и как будто бы это заняло чуть больше времени. Все-таки пилка баф имеет больший размер. Специально взяла насадку с красно-белой насечкой для того, чтобы не перетирать излишне, не ранить, а аккуратненько постепенно шлифовывать. Если в этот момент вы чувствуете, что все-таки кутикула влажная и дальше тянется, можно дополнительно еще нанести тальк, либо можно нанести дегидратор, подсушить эту кожу для эффективной шлифовки. Вот смотрите, даже самые мелкие заусенки, они убирают
улучшаются благодаря тому, что я прохожусь кончиками, и кожа в этом месте становится гладкой. Вот уже классный результат. Да, это не простые руки. Да, маникюр тут занимает не 15 минут, а больше. Но если клиент приходит с такими руками, и вы умеете сделать эффект вау, то поверьте, он будет вашим клиентом навеки, и вы сможете и ногти отрастить, и кутикулу восстановить, может быть, даже вообще клиент перестанет и ковырять, и грызть эти ногти. Ну а мы с вами шлифуем дополнительно валик при помощи силиконового карбидного шлифовщика, у меня с коричневым абразивом, то есть достаточно жесткий, для того, чтобы убрать какие-то заусенки оставшиеся, может быть, где-то птериги. В общем, доделываем, доводим до идеала, но самое главное, не перетереть. Если кожа будет чересчур красная, перетертая, это может привести к быстрому образованию заусенцев. Ну и посмотрим на результат. На безымянном, кстати, был порез, обращаю внимание. Мне удалось все сделать прямо чистенько, без какого-либо ранения. Вот и большой пальчик, где была большая ранка. И поскольку кожа у модели влажная, ноготочки тоже, дополнительно наношу дегидратор. И видите, наношу его не только на ногтевую пластину, а в том числе на валики. Дегидратор — это средство, которое подсушивает ногтевую пластину, поэтому мы можем позволить себе попадать на кожу. Следующим этапом наношу праймер. Вот им на кожу же стараюсь не попадать. Если и попадаю, то необходимо вытереть, для того, чтобы не было аллергической реакции. Ну и, конечно, базовое покрытие. Еще раз повторюсь, я сегодня не стремилась сделать наращивание большой длины или сделать длину, к которой модели не привыкла. Для укрепления таких ногтей будем использовать гель-желе. Смотрите, он прочный. Вот так, прямо заходя на кожу, выкладываю материал по воздуху. Это укрепит свободный край, сделает его более прочным, и покрытие будет носиться лучше. Ну и модель не сможет их как-то отковырять, потому что все-таки прочное покрытие, а не просто гель-лаком промазать. Думаю, вы со мной согласитесь, что если бы просто мы промазали такие ногти гель-лаком, сделали выравнивание базой, то получились бы такие, знаете, как плюшечки, кончики тонкие, и, скорее всего, на таких влажных подвижных ногтях материал бы просто отслоился. Поэтому достраиваю свободный край везде, поскольку это гель-желе, им можно работать сразу по несколько ногтей. Кстати, в своем телеграм-канале я выложу артикул на гель, который использовала в данном видео. Переходите на наш аккаунт Telegram Sacramel, там вы найдете очень много полезной информации. Обязательно подписывайтесь и включайте уведомления. Ну а мы приступаем к опилу после обезжиривания. Хорошо отклеиваю гель от кожи, чтобы не поранить, и, заводя пилку под материал, начинаю пилить свободный край. У нас тут форма получится такая, что-то среднее между овалом, скво-овалом. Я это называю, я его пилила из того, что было. Понятно, пока что у нас первая процедура, мы делаем форму вот такой, которая она получается, ну плюс-минус скво-овал. Затем, когда ногти будут уже отрастать, можно будет сделать более вытянутую овальную форму. И теперь достраиваем зону около кутикулы. Для этого использую ликвид гель. Совсем маленькую горошинку ставлю в зону кутикулы и распределяю материал. Можно перевернуть для центровки. И вот, смотрите, какие маленькие пуговки у нас получаются. Аккуратненькие, без сильного объема материала. Это важный критерий. Тут не должно быть плюшек, не должно быть какой-то сферической поверхности, совсем небольшое количество, практически не накладывая на свободный край. Основной объем у нас больше в зоне кутикулы. Посмотрите, какие практически такие ровненькие ноготочки, очень красиво получаются, естественные. Вот даже, мне кажется, если вспомнить и сравнить с тем, что было, уже колоссальная разница. Перекрываем топом, также не накладываю его в большом количестве, чтобы избежать излишней толщины, ну и после просушки подпиливаем торцы для четкости. Но это еще не все. Чтобы все-таки заусенцы не появлялись, чтобы был более пролонгированный эффект от маникюра, буду их запечатывать при помощи воска. Набираю небольшое количество на тот же силикон-карбидный шлифовщик и шлифуем. На самом деле это очень такая приятная процедура, больше такая как спа. Уверена, клиенты оценят, если будете делать. Можете попробовать также и на себе, если у вас сухая кутикула и часто появляются трещинки. Вот посмотрите, какой классный результат. Чистенький маникюр, вот такое ровненькое покрытие, тоненькое. Да, это, опять же, повторюсь, не вау-эффект, которого мы ожидали, но сейчас они выглядят абсолютно иначе, более ухоженно.
Вот такой результат преображения. Понравилось? Поставьте пальчик вверх, смотрите и другие ролики с преображением обгрызенных ногтей. Но я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!